Всем привет из солнечной, теплой, субботней Испании. Сегодня опять солнечно, люди загорают на море, а я, Андрей Панюшкин, решил вам рассказать о том, что наверняка вас всех, некоторых, а может быть всех, интересует. Как же оказаться в Испании? Каким образом это можно сделать? За 2 года, которые нахожусь в Испании, я слушал множество историй о том, как люди платили деньги так называемым помогаторам. Как правило, это просто физические лица, но бывают и компании. Они берут деньги за оказание услуг по помощи в получении виз или там видов на жительство, в зависимости от того, на что вы подпишетесь. Как правило, договора, которые, если вдруг они вам предлагают подписать, эти договора, они очень общие. И в принципе, эти компании не могут, или физлица тем более, не могут вам ничего гарантировать. Потому что решение о принятии, о выдаче там визы или вида на жительство принимают не они. Это первое. Во-вторых, в Испании практически все зависит от человеческого фактора. То есть от того, к какому чиновнику попадет ваш кейс, ваши документы. Понятно, что можно пытаться подавать апелляцию, но сами понимаете, это время, деньги. Поэтому плюс знаменитая испанская бюрократия. На самом деле это немножко раздутая тема, потому что испанская, как я понял, бюрократия, и мне есть с чем сравнивать с Бельгией. Испанская бюрократия примерно такая же, как и европейская в среднем. То есть не быстрее, не медленнее. Но ходят слухи о ней, как о ужасной, страшной. Да, кстати, сейчас самое время в том, чтобы подписаться на меня, поставить мне лайк или дизлайк на ваше усмотрение. Мы в свободной стране с вами, в Испании. И напишите комментарии, что вам еще интересно. Или насколько вам зашло это видео. Для меня критически важно, на самом деле, иметь обратную связь с вами, понимать, что вам нужно, что вы хотите, потому что, собственно, вокруг ваших комментариев я и строю свои видео, и записываю свои видео. Так вот, ставьте лайк и подпишитесь. И расшарьте среди своих знакомых, которые думают, куда бы уехать из России. Меня сегодня в одном из комментариев где-то спросили, почему Испания? Почему в 22 году люди активно ехали в Испанию? Целенаправленно. У меня на это есть несколько ответов. Первый ответ для тех, кто является представителем ЛГБТ. И это прям, я основываю свои ответы не на своих измышлениях, а на опыте общения с релокантами в Европу и в Испанию конкретно. И у меня есть отдельный канал Russos Talks. Там я общаюсь с россиянами и украинцами. Мы разговариваем о том, как лучше адаптироваться в Европе и в Испании конкретно. Делимся своими лайфхаками, рассказываем о своих проблемах. И, в общем-то, из этого общения там есть и люди, которые в Ирландию переехали, в Италию и во Францию. Вот на этом канале я собрал, так сказать, целенаправленно подборку по поводу именно лайфхаков адаптации в жизни в Испании и Европе. И с этими же людьми и многими другими я выяснял, как и почему они переезжали. Так вот, одна из основных причин – это то, что Испания gay-friendly. Прям вот
целенаправленно и усиленно. Тут легализовано все, что связано с ЛГБТ плюс сообществом, с квир-персонами. Оказывается содействие. Очень неплохая есть структура, такая вот сеть некоммерческих организаций, которые помогают квир-персонам адаптироваться в Испании. И вот если вы относите себя к таким людям, ну, я, наверное, вам мог бы порекомендовать приезжать в Испанию. Прям в этом плане здесь для вас многое готово, и вам помогут. Я говорю на опыте Барселоны, потому что я там знаю ребят, брал у них интервью, и там как бы есть куда пойти, есть места, есть организации, то есть, при прочих проблемах, которые есть в Барселоне, что это дорогой город, большой город, одна из причин, значит, gay-friendly. Вторая причина, наверное, тоже одна из основных, это так называемый вид на жительство по оседлости. Сейчас мимо грязи пройду. Что имеется в виду? Имеется в виду, что люди, если они могут доказать, любые люди, любые мигранты, даже нелегалы, если они могут доказать, что они находятся на территории Испании 3 года, сейчас, возможно, сократили до 2,5 лет, если они могут показать, что у них есть или может быть контракт с испанским работодателем на неопределенный срок, indefinido, то есть не срочный контракт в российской терминологии там, на какое-то время, а бессрочный. То есть если у вас есть работодатель, вы можете даже пораньше податься, по-моему, через 2 года после доказанного проживания в Испании. Нужно ли иметь какой-то уровень испанского языка разговорный, я, честно говоря, не знаю. Но полагаю, что вряд ли это требование. Не могу. Я посмотрю, уточню, нужно ли. Знаю точно, что нужно доказывать, что ты здесь живешь, даже нелегалом. И знаю точно, что можно сократить время на полгода, если у тебя есть контракт с работодателем. Если ты можешь доказать, что ты собираешься работать или уже работаешь. Как же можно доказать? Как же можно доказать, что ты живешь в Испании? Например, даже нелегал может получить в мэрии, в Аюнтаменто, может получить не сразу, через какой-то период ожидания, примерно 2-3 месяца, регистрацию по месту жительства, так называемый падрон. И, соответственно, вот у тебя есть прописка в нашей терминологии советско-российской, и ты вот живешь с постоянной пропиской в течение 3 лет. И потом приходишь и говоришь, я здесь вот по этому адресу прожил 3 года, хочу легализоваться. Если ты въехал легально, то, соответственно, ты можешь оформить в аэропорту, либо штамп в паспорт, если это первая точка в Евросоюзе, в которую ты въезжаешь, Испания, прилетаешь, например. Либо ты можешь в полицейском участке оформить так называемую декларацию о въезде. И, соответственно, ее нужно оформлять, по-моему, в 3-дневный срок после того, как ты приехал. То есть есть определенные требования. И надо показать, что ты, допустим, въехал, теоретически, куда-нибудь там во Францию или куда-то еще, в Португалию, например, прилетел. И вот прилетев туда или во Францию,
или еще куда-то. Ты пока попал потом в Испанию и пришел в полицейский участок, говоришь, вот у меня билеты, вот я здесь, допустим, 48 часов, хочу оформить эту декларацию. Вот вам доказательство того, что ты въехал в Испанию. Нужно ли показывать при этом потом регистрацию по месту жительства, я не знаю. Вероятно, что могут попросить, уточню еще, посмотрю, приложу скриншоты. Но вот именно из-за того, что здесь даже нелегалы, приплывшие на лодке, могут отсидеть и по оседлости получить вид на жительство, привлекает Испанию. Это основная причина. Вторая. Ну и надо понимать, что в отличие от россиян, украинцев, есть сенегальцы, есть жители Африки, которые приплывают на лодках на Канарские острова или вот тут переплывают Гибралтар и попадают в Испанию. И для них особого выбора нет, куда попадать, потому что буквально это через пролив, через море, через океан от Африки. Я думаю, что очень большую нагрузку на миграционную систему создают как раз... Да, третья причина, почему Испания. Не для нас, а для всех остальных. Ну, допустим, для жителей Латинской Америки. Очень много приезжают венесуэльцев, колумбийцев. Они приезжают и говорят, мы политические... Нет, мы не политические, мы беженцы. Вообще понятие политического беженства несколько нами неправильно понимается. Вы просите убежища, вы не просите политического беженства, вы просите убежища. А причина убежища может быть разная. Допустим, колумбийцы, венесуэльцы, они говорят, нас преследуют наркокартели. Африканцы, особенно женщины, говорят, у меня домашнее насилие, если я вернусь, меня там, допустим, насильно женят или убьют за то, что убежала из-под венца. То есть причины для того, чтобы просить убежища, они много шире, чем политика. Это и насилие. Ну, короче говоря, все то, что может привести к непоправимому вреду для вашего здоровья или смерти. И, соответственно, много представителей Латинской Америки, из Эль-Сальвадора, из какого-нибудь Гондураса, из Венесуэлы, из Колумбии приезжают, может быть, из Кубы, приезжают в Испанию, говорят, нас преследуют по каким-то причинам, и мы не можем вернуться. Вот. И, соответственно, система перегружена этим количеством беженцев, что они значительную часть составляют просители убежища. Ну и понятно, почему именно Испания, потому что эти ребята все 26 стран испаноговорящих, и, соответственно, куда им еще ехать? В Европе только Испания испаноговорящая, не в экваториальную же Гвинею, где тоже говорят на испанском языке. Марокканцы приезжают, в Марокко говорят на разных языках, на арабском, на каких-то локальных языках племен. Многие говорят на каком-то уровне французского и на испанском. Там есть, кстати говоря, два анклава, Сеута и Мелета, по-моему, так называется. То есть они там просто буквально через забор перелазят, оказываются на испанской территории. Все, и просим убежища. Это третья причина. Я встречал много украинцев на курсах Красного Креста. Ну, в общем, больше всего я там встречал украинцев. Потом я встречал некое количество белорусов. Ну, такой вот, как... человек 5. И встретил, наверное, одного только россиянина с знаковым именем Владимир. Ну, Владимир. Просто испанцы БВ произносят одинаково, поэтому он для них звучал как Владимир. Блад. Смешно. Вот. Украинцы приезжают, как я понял, в Испанию, из тех, с кем я общался, по причине того, что тут им кажется будет дешевле жить, чем в Нидерландах или в Германии. Во-вторых, тут объективно лучше,
для кого как, но, в общем, тут теплее климат. Ну и, наверное, по сравнению с немецким языком, язык испанский легче учить. Поэтому они приезжают. Как я понял, где-то там в Испании или... Ой, господи, в Испании, в Германии или более северных Европах какие-то программы поддержки для украинцев отменяют, видоизменяют. Или поляки там грозились ловить мужчин, отправлять обратно в Украину. И поэтому от греха подальше люди решили переехать в Испанию. Тут никто никого не ловит. Испанцам, в общем-то, индифферентно на российско-украинскую войну. Они, как сказать, они далеки от этого. Они буквально живут все в западном полушарии. Поэтому и смотрят головой на запад. То есть на свои бывшие колонии в Латинской Америке. Им на наши проблемы все равно. Вот. Так, дальше. Как я понимаю, распространенный способ приезда сюда по студенческой визе на языковые курсы. То есть раньше, сейчас, возможно, это поменялось, раньше испанцы давали возможность податься на языковые курсы, на студенческую визу, вернее, по причине того, что вы учитесь на курсах испанского языка в учебной организации, которая одобрена Институтом Сервантеса. И вы можете получить визу не меньше, то есть курсы должны быть протяженностью не меньше полугода, но там есть такой нюанс, что если вы курсы, допустим, полугодичные берете, то высока вероятность того, что визу вам будут медленно выдавать, то есть долго-долго бюрократический процесс может даже полгода занять. А вам же нужно будет написать, что вы уже начали учиться, и может произойти так, что вы начали учиться, учитесь, в Испании находитесь легально, потому что вы в процессе ожидания своей студенческой резиденции. И потом приходит время, вы вроде как уже отучились, и вам говорят, мы вам одобрили. А у вас физически не хватает уже времени на то, чтобы перейти со студенческой резиденции на что-то другое. Да, одна из причин это то, что можно со студенческой резиденции, то есть с легального пребывания на основании того, что вы студент, переходить на какие-то другие виды на жительство, на другие типы вида на жительство. Но обычно это для тех, кто на годичной студенческой визе, просто потому что бюрократия работает медленно, полугода вам, скорее всего, не хватит на все эти телодвижения, переоформляться с студенческой визе на что-то еще. Так, испанский, конечно, учить легче, чем что-то другое. Не знаю, сейчас, может быть, приняли изменения в эти правила, и теперь изнутри Испании попроситься на студенческую визу уже нельзя. Да, кстати, имейте в виду, во всей Европе есть такое ощущение, происходит ужесточение миграционных правил. То есть маятник полетел в обратную сторону. Во многих странах к власти приходят более правые правительства. Население Европы подустало от мигрантов. И правила выдачи всяких там видов на жительство, виз более жесткими стали, более консервативными, сильнее отбирают. И, насколько я помню, перед выборами в Европарламент в Португалии отменили там какой-то тип подачи документов, что-то типа декларация о намерениях. Простите, другая страна, не очень помню, как это называется. Просто взяли одним днем, отменили определенную бюрократическую процедуру. Соответственно, люди, которые находились в Португалии в надежде запуститься по этой процедуре, им просто сказали: сорян, теперь это не работает. Вот. Кстати, я наслышан, что португальская бюрократия такая же медленная
и крючкотворная, как и испанская. Так что и французская, видимо, также. Ну, чисто, может быть, свойства южных стран Европы. Короче, студенческая виза, переход на другой тип резиденции. Это третья, наверное, основная, четвертая основная причина. Что еще? Ну и есть какие еще варианты. Ну, для богатых россиян есть возможность получить визу non lucrativa, то есть это когда у вас много-много денег, порядка 80, по-моему, 4 тысяч, вы можете продемонстрировать евро. Вам дадут такую резиденцию, по-моему, на 2 года она дается. Могу ошибаться. Ну, у меня нет таких денег. И, соответственно, единственный минус и существенный, я думаю, вы не можете не иметь права работать по этой визе. Вы, вернее, не визе, а виду на жительство легально. То есть, прям там написано, без права работы. И это проблема, потому что, как бы вы ни были состоятельны, но все равно возможность поработать, может быть, желание поработать у вас может возникнуть за 2 года, а вам нельзя. И вам, соответственно, нужно будет менять тип пребывания. Да, кстати, я вот слышал слухи, возможно, они не верны, о том, что беженцам могут запретить переходить с их статуса просителя убежища, вот как у меня. То есть я еще не беженец. Мне еще не подтвердили, что они мне готовы предоставить такой статус. Я сейчас в статусе просителя убежища, но я легален. Я имею право работать. И сейчас я теоретически могу перейти на другой вид на жительство, на другой тип. Ну, например, кто-то мне подарит 84 тысячи евро, я возьму и оформлю себя ВНЖ non lucrativa. Ну, может же такое быть. Теоретически, да. Вот. Но, кажется, испанцы решили прикрутить немножко краник и отказывать людям в праве менять, по крайней мере, с беженства свой вид на жительство, вернее, тип прошения на что-то другое. Так, что там еще по популярности? Значит, кстати, студенческая виза, естественно, возможно не только на языковые курсы, что, наверное, самое популярное, но, возможно, и на обычное обучение. Вот знаком с несколькими молодыми людьми, ну, относительно там до 30 лет, которые учатся в вузах. Вузов в Испании огромное количество. Если вы сдаете экзамен на испанский язык уровня B2 и выше, это обязательное требование, ну, естественно, вы же не сможете учиться без знания языка, то можете поступить в какой-то испанский вуз. И даже на какие-то курсы, я слышу, что можно поступить на курсы какие-то, ну, что-то типа профессиональной переподготовки. То есть это не обязательно будет университет. Что-то такое, что авторизовано официальными властями, длительное, это одно из основных условий, длительное. И вот вы туда поступаете, ну, теоретически какую-нибудь кулинарную школу, наверное, можно поступить и учиться там, и получить на этом основании вид на жительство. Да, кстати, очень важная вещь, которую я должен сказать. Испанцы все это делают, ну, я имею в виду вот эти все виды на жительство раздают, потому что им нужны молодые умные люди, либо им нужны люди, которые готовы тратить деньги на территории Испании. Поэтому, на что бы вы тут ни подавались, вас заставят продемонстрировать определенную сумму денег на счете в Евросоюзе. Как я понимаю, сейчас уже счета вне Евросоюза, типа Казахстана, на них уже смотрят косо. Но вот счет в Евросоюзе, я думаю, прокатит. Значит, из расчета примерно 850 евро на человека. Ну, в общем, чем больше, тем лучше. 850 евро в месяц. Чем больше, тем лучше. Я бы рекомендовал закладывать 1000 евро. И это не шутка, это на самом деле очень правильно, потому что по моему личному опыту, вот я выживал, прям выживал первое время, когда здесь оказался, питался очень по-бомжатски, меньше, чем на
600 евро по еде у меня не получалось. Нет, не по еде. По еде у меня получалось, ну, вот где-то на 350. То есть я где-то вот в 650 ужимался. То есть, ну, даже в 700, не в 650. То есть 350 у меня была аренда и 350 еда. И это вот макароны с хлебом буквально. Ну, то есть я настолько переел дешевого куриного мяса, что сейчас просто я вообще отказался от употребления мяса, потому что вот просто буквально переел этого всего дешевого и не мог позволить себе более дорогие овощи. Ну, тут хочется же разнообразия. Вот. Сейчас отказался от мяса. Короче, вас потребует продемонстрировать минимум 850, если сейчас цифра не поднялась, из расчета на месяц вашего пребывания в Испании. То есть, если вы на годичную студенческую визу претендуете, вам нужно будет показать 12 тысяч евро на счете в Европейском банке. Вот. В принципе, тем, кто пытается поступить, каким-то образом можно будет открыть счет. Я думаю, что банки вас прохороводят, ну, то есть потянут резину, там, может быть, не сразу откроют, а в течение месяца, но при определенных условиях откроют вам счет, чтобы вы положили туда деньги. Они заинтересованы в студенческих деньгах. Ну и можно счет в Европейском банке открыть. Можно, наверное, как-то из казахского или какого-нибудь киргизского банка перевести на счет в Европейском банке. Ну, то есть варианты есть. Так, что там еще? Ну да, еще два типа виз, которые популярны среди россиян. Да, надо же понимать, что украинцы получают временную защиту, которая, я понимаю, действует до весны 2025 года. А там посмотрим. Тоже такая подвешенная ситуация, не очень приятная. А вот россияне, у них два популярных вида. Это вида на жительство, два типа. Это цифровой кочевник и, соответственно, стартап-виза. Для цифрового кочевника нужно продемонстрировать на человека, по-моему, 2600, 2700, около того, доход вне Испании. Там идея в чем? Ты получаешь деньги вне Испании, допустим, от американской фирмы или какой-нибудь британских Виргинских островов. Получаешь эти деньги и тратишь их в Испании. Вот он смысл цифрового кочевничества. Ты зарабатываешь вне Испании, тратишь их внутри Испании. Все довольны. Испанцам вы приносите деньги в экономику, ну а они вам взамен дают хорошую погоду. Вот. Ну, это если вы в хорошем месте живете. Да. На семью там, по-моему, нужно на 1000 евро больше демонстрировать или как-то. Ну, в общем, ориентируйтесь от 2600, 2700 и выше. А там на каждого члена семьи добавляться. Я не большой специалист в оформлении цифрового кочевничества. В принципе, там процедура достаточно простая. Если у вас такие деньги есть, вы их зарабатываете, по моему мнению, это означает, что вы умный человек. Наверняка вы сможете разобраться даже в процедуре на испанском языке. Явно, что вы владеете английским языком. В общем, я с глубоким уважением к цифровым кочевникам отношусь и уверен, что они в состоянии, зарабатывая 2700, разобраться, как самостоятельно получить такого типа визу. Знаю, что эти визы вроде как выдают достаточно быстро. Там есть, по-моему, тип такой, что если вам не ответили отказом, значит, вам считается согласованием по умолчанию, то есть это одобрение по умолчанию. И, кстати, вот вокруг этих цифровых кочевников пасутся огромное количество всяких помогаторов. Хотя, в моем понимании, одна из немногих испанских бюрократических процедур, которая испанцы более-менее хорошо прописали, чтобы человек самостоятельно мог разобраться. Ну, дело ваше. Хотите кому-то заплатить денег за помощь, платите. И тоже популярный среди россиян тип визы и ВНЖ — это стартап. Там все сложнее, ну там на группу лиц можно все оформлять.
тоже нужно демонстрировать, что у вас есть, по-моему, 34 тысячи на счете евро. Ну, как бы ваши инвестиции будущие в стартап. Ну, и то, что вы можете здесь вроде как проесть, пока его раскручиваете. Но там серьезнее отношения. То есть, насколько я слышал, я знаю нескольких стартаперов, надо доказать, что вы именно вот... Ну, то есть, если вы собираетесь айтишный стартап открывать, то надо понять, объяснить, вернее, властям, почему именно вы. То есть, где у вас там айтишный опыт релевантный, где у вас там даже финансовый какой-то опыт в IT релевантный. То есть, есть организация, которая рассматривает все эти заявки, типа верифицирует по поручению государства, королевства Испании. То есть, ну, такой процесс не очень простой. Виза вроде как дается то ли на 2, то ли на 3 года. Я, честно говоря, не помню. По-моему, на 3. Стартаперская виза. Но прикол в том, что, опять же, те же стартаперы, которые подавались или подались, им одобрили, говорят, что они, скорее всего, не будут продлеваться по этому типу визы. То есть надо же показать, что ты чего-то добился со своим стартапом. А это сложнее, чем просто рассказать, какие у тебя планы. Вот. Но популярно. Бывают отказы, бывают длительные сроки рассмотрения. В общем, такая виза, как сказать, своеобразная в плане реализации. Но я знаю нескольких людей, которые получили ВНЖ как стартаперы. Вот. И есть еще, честно, вот я напоследок это оставил, то, что мне известно, люди оформляют на себя аутонома, то есть ИП в Испании, и на этом основании получают вид на жительство. Но, если честно, у меня в круге знакомых только один человек таким образом оформился, и я его еще пока не рассмотрел. И как это все там работает, я не знаю. В чем засада? Засада Испании в длительных сроках рассмотрения и в негарантированной процедуре. То есть вы можете полгода ждать, и вам могут отказать и в студенческой визе. Ну, как правило, не отказывают, но могут. Узнаю, что отказывают по стартаперским визам. Причем до абсурда доходит ситуация, что, допустим, в стартапе 4 соучредителя. Конкретный случай знаю. Одному, значит, одобрили и в явном виде, сказали, что да, мы тебя принимаем как стартапера. Одному одобрили по умолчанию, то есть ему просто не ответили в установленные законом сроки. А 2 другим отказали в явном виде. А у них стартап на 4. И непонятно, как подаваться на апелляцию, непонятно, как оформляться. Потому что вроде как они говорят, у нас на 4, а когда 2 не одобрили, в явном виде отказали, то как те 2 справятся, непонятно. Ну, в общем, такая процедура со стартапами не сильно понятная. Возможно, профессиональным юристам испанским, именно профессиональным юристам испанским понятнее, чем мне сейчас. Да, кстати, по поводу испанских юристов. Я подходил, спрашивал, во всех местах просто поговорить стоит 60 евро. То есть примерно час общения с испанским юристом стоит 60 евро. Но это не означает, что они вам помогут, допустим, податься на какой-нибудь там ВНЖ за 60 евро. Это означает, что вы пришли, показали им свои документы, они с вами поговорили, вы заплатили им 60 евро, а стоимость самого кейса, то есть самого вот работы по вашему делу, может быть сотни или тысячи евро. Как я уже где-то говорил, открытие аутонома, помогаторы за открытие аутонома берут 300 евро в среднем, а за открытие ООшки берут от 1500 евро. Вот. По-моему, это можно официально платить, но все равно. Порядок цен такой. Вот. И по времени это тоже минимум 3-4 месяца. Тут никто никуда не торопится.
Так, это я вам все объяснил. Ну, собственно говоря, вот теперь вы знаете, почему. Сразу хочу вас отговорить подаваться как беженцам. Испанцы не любят отказывать. Поэтому они могут вас 2-3 года, вот я уже 2 года в Испании, они меня могут еще и год прохороводить. И в принципе ничто им не мешает мне сказать нет. И скажут они нет, но у меня уже будут основания подаваться по оседлости, потому что я просижу 3 года в Испании легально. У меня все это время была прописка в разных местах. Я могу это подтвердить, что я с места на место легально перепрописывался. Вот. Но суть в чем? В том, что видите, как испанцы в принципе по беженству одобряют столько же, сколько и в среднем в Евросоюзе. То есть около 30%. Ну там плюс-минус. А все остальное они отказывают. Но ты уже настолько досиделся здесь, что ты пойдешь и, естественно, за 3 года, хочешь не хочешь, ты как-то испанский язык выучишь, местные реалии тоже выучишь, ты пойдешь, подашься на оседлость. Поэтому у испанцев большой процент тех, кто подается, получает ВНЖ по иным основаниям, не как беженство. И пройдя процедуру беженства, сразу вам скажу, ребята, это не та процедура, которая вызовет у вас удовольствие. Ну, первое. Вам нужно будет получить, где-то найти запись на прием. В Испании это огромная проблема. То есть просто сложно пойти и податься на это беженство. Сложно найти место записи. Я знаю людей, которые, чтобы податься, ездили из Барселоны в Экстремадуру. Это по диагонали через всю страну. С северо-востока на юго-запад. Ну так мало мест было на то, чтобы податься. Средний срок ожидания вот этой первичной подачи около полугода. Потом вы только это манифест, то есть это вы только утверждаете, что вам нужно убежище. От манифеста до интервью может пройти 2, 3, 4 месяца, а может больше. То есть вот добавляйте, полгода вы ждали эту ситу, если вам не повезло, если повезло меньше, ну допустим полгода. Потом еще 2 месяца ждали запись на интервью, значит уже получается 8 месяцев. И после интервью у вас полгода, который вы еще не можете работать. То есть получается вы примерно 12-14 месяцев в подвешенном состоянии и не имеете права работать. И потом у вас вот 2, 2,5, 3 года это ожидание принятия решения по вашему кейсу с момента подачи на интервью. То есть вы 8 месяцев ждали до и 3 года после. Ну вот, посчитайте. Почти 4 года нужно просто быть в подвешенном состоянии. И там же еще, даже если по вашему кейсу принято решение положительное, что, допустим, вам одобрили беженство, то есть вас признали беженцем, это же не означает, что вам на следующий день выдадут ТИЕ, то есть карточку с видом на жительство. Вам еще нужно будет получить запись, прийти в полицию, пройти бюрократические процедуры. То есть еще пару месяцев вам нужно будет обивать пороги полиции националь, чтобы получить наконец-таки эту заветную карточку. И все это время вы не имеете права выезжать из Испании. Ну, то есть, если вы можете выехать, но если вас на этом поймают, скорее всего, вам откажут. Если вы даже придете на территорию посольства Российской Федерации или Республики Беларусь, это же тоже чужая территория, то если в этом случае вас могут завернуть с беженством, потому что вы не можете приходить на территорию вашего родного государства, в том числе и в консульство или в посольство. Это неприятный, не самый приятный тип легализации, но когда у тебя совсем нет денег, тебя выбирать не с чего. Если есть у вас какая-то удаленная работа
или деньги на то, чтобы учиться, лучше учитесь. Учитесь на студенческой визе, потом переходите на что-то другое. Но на это все нужно деньги. В общем, какое-то более-менее человеческое существование в Испании начинается от 12 тысяч евро в год. Если у вас этой суммы нет, и поверьте мне, даже беженцам вам будет очень сложно, потому что я слышал, что нелегально здесь платят, то есть легально меньше 8 евро, чуть меньше, платить нельзя в час, а нелегалам платят и 4 евро, и 5 евро, ну то есть в половину. Потому что ты же нелегал, и работодатель рискует платить тебе наличными. Поймают его, оштрафуют больше, чем вас. Вас тоже оштрафуют, но больше оштрафуют работодатель. Поэтому если работодатель какой-то вас, допустим, берет на уборку нелегально, или там на какую-то другую работу нелегально, он рискует и хочет премию за риск. То есть он будет вам платить совсем-совсем мало по местным меркам. И представляете, вы отработали, допустим, весь день, и вам заплатили 40 евро. А это мало. На это деньги только там комнату сможете снимать. Ну, в общем, питаться будете очень скудно. Резюме. Но перед резюме поставьте мне лайк. Подпишитесь на меня, расшарьте это мое ревью, такое вводное. Я попытаюсь добавить сюда документов, чтобы у вас было больше фактуры. Вот. И поставьте колокольчик, чтобы обновления мои получать о новых видео. Резюме. Если вам прям вот очень хочется Испания, чтобы я вдруг бы я был на вашем месте, я бы вам предложил две вещи. Первое. Выучить в России или в вашей стране, где вы там сейчас находитесь, испанский язык на уровне как минимум B1, B2. Это критически важно. Вас никто не возьмет на работу на нормальные деньги, если у вас не будет испанского языка. Даже если у вас английский язык, как у меня, более-менее свободный, ну как минимум на уровне C2, все равно в Испании вы должны владеть испанским языком, а еще у вас попросят и там знания локального языка типа каталаны, валенсианы или, допустим, еще одного европейского языка типа немецкого или французского или голландского. То есть здесь знание 3 языков это скорее норма, чем исключение. Значит, учите испанский язык дома, там, где вам сейчас жить дешевле и комфортнее. Если вас за жопу хватает и в тюрьму бросают, то, конечно, бегите. А если есть возможность посидеть, поучитесь там, где вы сейчас находитесь, до уровня хотя бы B1, а лучше B2. Пройдите какие-нибудь там тесты неофициальные. Можно, кстати, официально пойти поучиться, сдать тест в Дели, тест на знание испанского языка. Он, по-моему, 20 или 30 евро стоит. И язык это номер 1, и номер 2 это 12 тысяч евро на год. Вот это, по моему мнению, минимально допустимые условия, с которых можно начинать переезд в Испанию. Больше денег, лучше знание языка. Еще лучше наличие контактов, связей в Испании. Еще лучше получение, там, допустим, студенческой визы из России. Вообще прекрасно. То есть, когда у вас уже виза есть, и вы едете, знаете, куда, в каком вузе вы будете учиться. То есть, вот эта предопределенность рутины, это прекрасно. Если вы четко понимаете, по какой вы процедуре идете. Ну а так, я тут огромное количество вижу ребят из Сенегала, из Марокко, которые учатся со мной на курсах испанского языка, и я так понимаю, что они сюда приехали не совсем по своей воле, то есть они бежали каких-то там своих обстоятельств. Наверное, они без денег и без знания испанского языка. И да, еще одно важное условие, наверное, я его обязательно тоже назову. Обязательно приезжайте сюда как минимум с компанией, а лучше с семьей. Мужчина, женщина, ребенок. Прекрасно. Вас поставят номер 1 в очередь на получение квартиры. Вам, скорее всего, дадут квартиру где-нибудь, может быть, в какой-нибудь дыре, но дадут отдельную квартиру, черти какую, но дадут. И не сразу, может быть, но дадут. Ну, то есть у них в приоритете на
получения каких-то ништяков семьи с детьми. Взрослые мужчины типа меня в самую последнюю очередь. Одному очень тяжело быть, чисто психологически очень тяжело быть. Поэтому, если можете переехать с парнем, с девушкой, с какой-то компанией, чтобы вы были, хотя бы имели с кем-то возможность поговорить о чем-то, поделиться своими проблемами, что вас кто-то мог поддержать, как-то там, не знаю, разделить с вами стоимость аренды и так далее. Да, кстати, забыл вам еще очень важную напоследок вещь скажу. Почему беженство плохой способ легализации? Вам дают такие документы, с которыми вы не сможете арендовать жилье. Вернее, вы сможете его арендовать, но втридорога. Потому что тут все боятся оккупасов, то есть тех, кто незаконно живет в жилье. И когда вы показываете кому-то ваш документ о том, что вы проситель убежища, то для него, для собственника, это вот просто стоп-сигнал. Вам не сдадут в аренду. Я чудом, вот буквально чудом смог арендовать жилье в Сабаделе только по причине того, что арендодатель ошибочно подумал, я в своем там объявлении писал, что я преподаватель, но я писал бывший преподаватель на английском, а мой арендодатель плохо владел английским языком, он подумал, что я преподаватель в автономном университете Барселоны, и он не спросил у меня документ, на основании которого я нахожусь в Испании. А у меня тогда и не было никакого документа. У меня был паспорт с действующей шенгенской визой на тот момент, в декабре еще 22 года. Понимаете? То есть мне буквально вот Божье провидение меня поселило в эту квартиру, в эту комнату в Сабаделе, потому что арендодатель ошибочно подумал, что я преподаю в Сабаделе, в смысле в автономном университете Барселоны. Если бы он чуточку глубже копнул и увидел, какой у меня документ, то есть его отсутствие, все, жил бы на улице. И до сих пор я из-за этого большие проблемы имею, потому что кому бы я ни сказал, какой у меня статус, то есть статус просителя убежища, сразу отворот-поворот. Поэтому приходится находить условия для проживания иными способами. Ну, то есть кооперироваться, жить в русскоязычных семьях. А это всегда дороже, чем, допустим, и ты зависишь от кого-то. И всегда дороже, чем снимать самому, потому что ты не выбираешь, где жить и как жить. Вот почему еще очень сложно быть беженцем в Испании, потому что есть проблемы с жильем. Поэтому, еще раз, испанский B2, минимум 12 тысяч евро на кармане и переезд с семьей. Парень с девушкой, парень с парнем, девушка с девушкой. С кем-то, с кем вы можете разделить тяжести первоначального первого года адаптации. Вот, а так удачи. Все, пока. Вот вам красивый вид.